Привет! Давайте быстренько пробежимся по последним событиям с Хань Ли, чтобы вы были в курсе перед следующими главами. Итак, в чем суть? Хань Ли возвращается с опаснейшего испытания, где он не просто выжил, а заложил фундамент для своего будущего могущества. Во-первых, он завершает свою миссию, легко одолев очень сильного бессмертного. Но главное, тут не только трофеи, он получает секретный рецепт вина – огненная капля. Это, по сути, ключ к расположению самых влиятельных людей в секте. Во-вторых, Хань Ли тут же пускает этот рецепт в дело. Он договаривается с одним эксцентричным старейшиной и обменивает вино на бесценные знания о так называемых дао-воринах. Это, по сути, руководство по созданию собственной армии магических существ. И он, конечно, не теряет времени и сразу же сажает особое семя, чтобы начать. А вдобавок он заключает союз с племенем обезьян, которые теперь живут на его горе и становятся его защитниками. Так что теперь, получив новые знания и союзников, Хань Ли готов полностью сосредоточиться на следующем шаге к вершине бессмертия алхимии. А теперь слушаем дальше. Глава 236. Первые шаги в мире бессмертных пилюль. Полмесяца спустя. В центральном регионе горного хребта Колокольного звона возвышалась одинокая гора весьма странного вида. Верхняя и нижняя части горы были круглыми и полными, но середина горы была сужена, что придавало ей вид гигантской тыквы. Гору метко назвали тыквенным пиком, и, как и пик императорского дракона, она также была одной из самых важных гор во всем до пылающего дракона. Гора не была очень крутой и имела высоту менее 3000 метров. У подножия горы бил чрезвычайно чистый духовный источник, которого было достаточно, чтобы питать все живое на горе. В результате вся растительность на горе была зеленой и яркой круглый год. Вся гора была окутана чрезвычайно надежным защитным массивом, который постоянно активировался. Поэтому все старейшины и ученики, которые хотели попасть на гору, независимо от того, были ли они из внутренней или внешней секты, могли сделать это только через зал телепортации у подножия горы. Причина, по которой эта гора так тщательно охранялась, заключалась в том, что почти все пилюли во всем до пылающего дракона производились на этой горе, и здесь же жили все мастера изготовления пилюль секты. Конечно, мастера земных пилюль, которые были способны усовершенствовать пилюли, пригодные для употребления бессмертными, были самыми почитаемыми фигурами на тыквенном пике. Если бы культиватор ранней стадии истинного бессмертного продвигался с нормальной скоростью совершенствования, ему потребовались бы столетия или даже десятки тысяч лет, чтобы открыть одну бессмертную акупунктурную точку, и каждую последующую бессмертную акупунктурную точку было бы только труднее открыть. Однако, если бы у них был доступ к соответствующим пилюлям, которые помогли бы им в совершенствовании, то эти сроки можно было бы значительно сократить. Однако для того, чтобы изготовить пилюли такого уровня, в качестве основного ингредиента необходимо было использовать духовные растения возрастом в десятки тысяч лет, и даже вспомогательные ингредиенты были чрезвычайно редкими и ценными. Что еще хуже, даже у опытного мастера земных пилюль процент успеха в изготовлении пилюль такого уровня обычно был жалким. Именно поэтому только крупные секты или выдающиеся силы среди культиваторов могли позволить себе содержать мастеров земных пилюль. В этот момент Хань Ли выходил из зала телепортации возле тыквенного пика, и он прибыл к подножию горы, прежде чем войти в Золотой дворец. Дворец был тесно связан с барьером, охватывающим весь тыквенный пик, и это был единственный вход на гору. После того, как его личность была проверена, Хань Ли шагнул прямо в телепортационную формацию в центре дворца, а затем исчез на месте во вспышке белого света. Вскоре после этого он появился в Красном дворце на вершине горы. Внутреннее устройство дворца, казалось, ничем не отличалось от устройства аптеки смертных с прилавком впереди и аптечными шкафами сзади. Единственное отличие заключалось в том, что на ячейках шкафов, в которых хранились земные пилюли, были наложены четкие ограничения. В зале было очень мало людей, только пара старейшин-слуг и несколько старейшин внутренней секты, которые пришли купить пилюли. Как только Хань Ли вошел, к нему подошел дружелюбный старейшина-слуга средних лет, который сказал: «Меня зовут Янань Фэн, и я слуга в павильоне бессмертных лекарств. Могу я вам чем-нибудь помочь, собрат Даос? Меня зовут Ли Фэюй, и я хотел бы приобрести несколько пилюль, которые могли бы помочь мне в культивации», ответил Хань Ли, сложив кулак в приветствии. «Понятно. В таком случае, позвольте мне порекомендовать вам несколько видов пилюль, собрат Даос Ли», с улыбкой сказал Янань Фэн. «Благодарю», кивнув, ответил Хань Ли. «Учитывая твою нынешнюю базу совершенствования, самой распространенной пилюлей, которая поможет тебе в культивации, будет эта пилюля объединения истока. В каждом флаконе 10 пилюль, и он стоит всего 200 очков заслуг. Если ты хочешь что-то получше, то можешь попробовать пилюлю духовного знака. Однако она будет немного дороже, 500 очков заслуг за каждый флакон из 10 пилюль, представил Янань Фэн.
Хань Ли уже был к этому морально готов, но все же был потрясен ценами на пилюли. Даже после выполнения 3 обычных заданий старейшине ему все еще не удалось накопить 500 очков заслуг, так что эти пилюли действительно были довольно дорогими. Эта пилюля духовного знака действительно недешевая, с кривой усмешкой заметил Хань Ли. Конечно. Единственный во всей нашей секте, кто способен усовершенствовать пилюлю духовного знака, это мастер Хуянь, поэтому она доступна в очень ограниченном количестве, с улыбкой объяснил Е Наньфэн. Хань Ли был очень удивлен, услышав упоминание мастера Хуяня в этом контексте. Неужели этот эксцентричный старый пьяница был еще и высококлассным мастером земных пилюль? Если ни один из этих 2 видов пилюль тебе не подходит, то ты можешь попробовать эту пилюлю весеннего дождя. Она немного дешевле, чем пилюля духовного знака, но более эффективна, чем пилюля объединения истока, что дает тебе лучшее соотношение цены и качества, продолжил Е Наньфэн. Старейшина Е, могу я спросить, продаются ли в павильоне бессмертных лекарств какие-либо рецепты пилюль? Внезапно спросил Хань Ли. Е Наньфэн слегка опешил, услышав это, а затем спросил: «Неужели ты планируешь сам изготовить пилюли, собрат Даосли?» «Конечно, нет. Так получилось, что я знаю одного человека, который недавно стал мастером земных пилюль, и он согласился изготовить для меня пилюли, если я смогу предоставить ему рецепты и духовные ингредиенты», ответил Хань Ли. Е Наньфэн явно хотел отговорить Хань Ли от этого шуга, но в конце концов придержал язык. Хань Ли знал, что Е Наньфэн хотел сказать ему, что вместо того, чтобы покупать рецепты пилюль и ингредиенты и полагаться на кого-то другого, гораздо лучше просто купить пилюли напрямую. В конце концов, Е Наньфэн решил не давать никаких советов и ответил: рецепты как пилюли объединения истока, так и пилюли весеннего дождя доступны для продажи, но продажа рецепта пилюли духовного знака запрещена без явного одобрения мастера Хуяня. «Сколько очков заслуг будут стоить 2 рецепта пилюль?» — спросил Хань Ли. Рецепт пилюли объединения истока стоит 50 очков заслуг, а рецепт пилюли весеннего дождя 150, ответил Е Наньфэн. На лице Хань Ли появилось нерешительное выражение, когда он услышал это, и он задавался вопросом, какой рецепт ему лучше купить. Е Наньфэн с улыбкой напомнил ему в задумчивой манере: «Я предлагаю тебе взглянуть на ингредиенты, необходимые для этих 2 пилюль, чтобы помочь тебе принять решение». «Это звучит как хорошая идея», — кивнув, ответил Хань Ли. Е Наньфэн взмахнул рукавом по воздуху, и промелькнула вспышка лазурного света, после чего появилась лазурная книга. Кратко пролистав несколько страниц, он передал книгу Хань Ли. Хань Ли принял книгу и посмотрел вниз, чтобы обнаружить, что на этой конкретной странице содержится список ингредиентов, необходимых для усовершенствования пилюли весеннего дождя. 1 50-тысячелетняя трава рогатого дракона, 3 5000-летних цветка, рассекающих море, горсть песка ветреного ведра. Хань Ли молча прочитал про себя названия ингредиентов один за другим и обнаружил, что из 15 духовных растений, необходимых для изготовления этой пилюли, большинство были высокосортными духовными растениями очень приличного возраста, причем даже самым молодым из них требовалось быть не менее 3000 лет. Немного подумав, Хань Ли спросил: «Старейшина Е, могу я спросить, как продаются духовные растения в павильоне бессмертных лекарств?» «Они тоже продаются за очки заслуг?» «Нет. Помимо некоторых чрезвычайно ценных духовных растений, которые можно купить только за камни бессмертного происхождения, все остальные духовные растения можно купить за камни бессмертного происхождения или первоклассные духовные камни», ответил Е Наньфэн. «Сколько духовных камней мне понадобится, чтобы купить все ингредиенты, необходимые для одной партии пилюль весеннего дождя?» — спросил Хань Ли. Основной ингредиент, трава рогатого дракона, можно купить только за камни бессмертного происхождения, и цена составляет 7 камней бессмертного происхождения. Что касается всех остальных ингредиентов, то они стоят около 2000 первоклассных духовных камней, но, конечно, ты можешь заплатить за них и камнями бессмертного происхождения, ответил Е Наньфэн. Хань Ли не мог не почувствовать себя немного ошарашенным, услышав это. Даже если бы он израсходовал все свои камни бессмертного происхождения и первоклассные духовные камни, он не смог бы купить много наборов ингредиентов, необходимых для этой пилюли. Подумав об этом, он зажал между пальцами страницу книги, на которой сейчас находился, чтобы перевернуть ее на следующую страницу, но Е Наньфэн вмешался: рецепт пилюли объединения истока идет немного раньше в книге. Ты должен найти его, перевернув несколько страниц назад. Хань Ли сделал так, как ему сказали, и, конечно же, вскоре он нашел список ингредиентов, необходимых для изготовления пилюли объединения истока. Как только его взгляд упал на первый ингредиент, которым была 1 50-тысячелетняя трава пылающего клубня, его глаза тут же слегка загорелись. Это был главный ингредиент, необходимый для изготовления пилюли объединения истока, и так получилось, что у него уже было несколько таких растений, посаженных на поле духовных растений его пещерной резиденции. Кроме того, все они созрели до необходимого возраста, указанного в рецепте. Затем он перевел взгляд на десяток вспомогательных духовных растений, но ему там не так повезло, и все эти духовные растения были теми, которые он не сажал.
Помимо травы пылающего клубня, сколько духовных камней потребуется, чтобы купить все остальные духовные растения? Спросил Хань Ли. Если не считать траву пылающего клубня, то остальные духовные растения будут стоить 1200 первоклассных духовных камней, ответил Янаньфэн. Хань Ли кивнул в ответ с задумчивым выражением лица. Он собирался купить рецепт пилюль только для того, чтобы сделать свои первые попытки изготовить земные пилюли, и он не знал, сколько духовных растений будет потрачено впустую в процессе, поэтому определенно не стоило выбирать пилюлю весеннего дождя, ингредиенты которой были дороже. Подумав об этом, Хань Ли принял решение: я возьму рецепт пилюли объединения истока. «Хорошо, пожалуйста, дай мне свой значок, собрат Даос», — попросил Янаньфэн. Хань Ли перевернул руку, чтобы достать свой значок старейшины, который он передал Янаньфэню, и 50 очков заслуг были вычтены, прежде чем значок был возвращен ему вместе с копией рецепта пилюль. Внимательно осмотрев рецепт пилюль на мгновение, Хань Ли сказал: «Помимо рецепта, мне понадобится 10 партий всех духовных растений, необходимых для усовершенствования пилюли объединения истока, за исключением травы пылающего клубня». После этой покупки у него, по сути, не останется духовных камней. После завершения сделки Хань Ли попрощался с Янаньфэном, а затем покинул тыквенный пик и сразу же вернулся в свое жилище. 3 месяца пролетели быстро. В течение этого времени Хань Ли практически не покидал свою тайную комнату, и он посвятил все свое время и энергию изучению рецепта пилюль. Он тщательно обдумывал каждый шаг из рецепта, бесчисленное количество раз моделируя процесс изготовления пилюль в мельчайших подробностях. Хотя он уже был довольно опытным мастером изготовления пилюль, все рецепты пилюль имели бесчисленные мелкие различия друг с другом, и эти различия часто были важными факторами, способствующими неудачам в изготовлении пилюль. Поэтому он хотел досконально разобраться в рецепте пилюль, прежде чем приступить к созданию каких-либо пилюль. В этот день он, наконец, решился на свою первую попытку изготовить пилюли объединения истока. Внутри тайной комнаты на столе за подушкой стояла курильница. Из курильницы торчала палочка зажженного зеленовато-серого благовония, и из ее тлеющего кончика валил дым, распространяя по тайной комнате успокаивающий аромат. Хань Ли сидел спиной к столу, скрестив ноги на подушке, и, помедитировав некоторое время с закрытыми глазами, он медленно открыл их, избавившись от всех ненужных мыслей. На полу перед ним стоял пурпурный медный котел радиусом около 30 сантиметров, и поверхность котла была усеяна огненными узорами и древними рунами. Рядом с котлом лежал кусок лазурной шелковой ткани, на которой были разложены десяток ингредиентов, необходимых для изготовления пилюли объединения истока. Котел был сокровищем, которое он получил из жилища в пещере первобытного зверя миражей, и это было не сокровище особенно высокого уровня, но его должно было быть достаточно, чтобы изготовить пилюлю объединения истока. Глава 273. Использование силы законов для изготовления пилюль. Хань Ли мягко выдохнул, раскрыл ладонь и плавно поднял ее. Пурпурный медный котел, словно подчиняясь невидимой силе, поднялся в воздух и завис на высоте 90 сантиметров над землей. Затем Хань Ли раскрыл уста, выпустив поток зарождающегося пламени, похожего на огненное облако, окутавшее котел целиком. Древние руны и огненные узоры на поверхности медного котла засияли в унисон, и сама жаровня начала приобретать багровый оттенок. Увидев это, Хань Ли сделал призывный жест, и трава пылающего клубня взмыла в воздух, прежде чем упасть ему в руку. В следующее мгновение его рука засияла ярко-лазурным светом, и с тихим свистом сформировался миниатюрный лазурный вихрь. Трава пылающего клубня начала быстро вращаться внутри вихря, словно в каменной мельнице, разрываясь на части и превращаясь в порошок. Раздался слабый хлопок, когда крышка пурпурно-медного котла внезапно открылась, и порошкообразная трава пылающего клубня тут же влетела внутрь. Взмахом руки Хань Ли заставил котел вращаться внутри зарождающегося пламени. Время медленно текло, и по тайной комнате начал распространяться насыщенный лекарственный аромат. Внимание Хань Ли было полностью сосредоточено на котле, он отслеживал все изменения, происходящие внутри. Следуя рецепту пилюль, он добавлял в котел один ингредиент за другим, одновременно постоянно регулируя температуру своего зарождающегося пламени. Только после того, как прошли целые сутки, огонь в тайной комнате постепенно угас, и котел с тихим звоном опустился на землю. Хань Ли поднялся на ноги и подошел к котлу, затем взмахом руки снял крышку, и его тут же встретил чрезвычайно насыщенный лекарственный аромат. Его брови слегка нахмурились, когда он с напряженным выражением лица заглянул внутрь котла. Он обнаружил, что внутри котла было кромешно темно, на дне лежал только слой лекарственного порошка, и не было видно ни одной пилюли. Неудивительно, что эта первая попытка изготовления пилюль закончилась полным провалом. Хань Ли зачерпнул немного лекарственного порошка из котла, затем внимательно осмотрел его на ладони. После этого он несколько раз понюхал порошок и начал понимать, почему потерпел неудачу. По-видимому, ему не хватило точности в управлении температурой, и температура была слишком низкой в тот момент, когда пилюли должны были принять форму, что и привело к неудаче.
Поняв основную причину своей неудачи, Хань Ли не смутился и после полудня отдыха приступил ко второй попытке изготовления пилюль. Около полумесяца пролетело в мгновение ика. Внутри тайной комнаты на полу перед Хань Ли лежало 9 маленьких кучек черного порошка, похожих на ряд миниатюрных могил. Все 9 его попыток изготовления пилюль закончились неудачей. Хотя он уже был готов к такому исходу, он все же не мог не испытать чувство поражения и разочарования после 9 неудач подряд, особенно учитывая, что почти все они были результатом неправильного регулирования температуры. Он думал, что все, что ему нужно сделать, это повысить температуру в тот момент, когда пилюли вот-вот примут форму, и это обеспечит формирование пилюль. Но как только пилюли принимали форму, они мгновенно сгорали, превращаясь в обугленный порошок из-за слишком высокой температуры. Поэтому после 9 неудач Хань Ли не стал продолжать. Вместо этого он сделал паузу, чтобы подумать, как обойти эту проблему. Временный промежуток, в течение которого пилюли должны были принять форму, был чрезвычайно кратким, и практически невозможно было в короткие сроки овладеть необходимой стратегией управления температурой. При таких темпах Хань Ли, скорее всего, потребовалось бы еще как минимум 10 неудач, чтобы начать понимать правильный метод. Учитывая это, становилось понятно, почему мастера земных пилюль считались столь ценными. В конце концов, на развитие каждого из них уходило астрономическое количество ресурсов. Проблема заключалась в том, что у него не было такого большого запаса ингредиентов для экспериментов, и если он потерпит еще одну неудачу, то все первоклассные духовные камни, которые он потратил, будут потрачены впустую. Но как он мог использовать это невероятно короткое окно возможностей, Хань Ли массировал виски с озадаченным выражением лица, когда ему внезапно пришла в голову идея. Он тут же принялся за дело, сложив печать рукой и прочитав заклинание, чтобы вызвать за собой священную ось мантры. На оси мерцали 14 полупрозрачных рун до времени, испуская своеобразные флуктуации закона, которые замедляли поток воздуха во всей тайной комнате. Чтобы свести к минимуму расход своей бессмертной духовной силы, Хань Ли ограничил область, охватываемую флуктуациями закона, 3 метрами перед собой. Затем он открыл рот и выпустил шар зарождающегося пламени, который поднял пурпурный медный котел, одновременно заставляя ее медленно вращаться в воздухе. Движение пламени вокруг котла также значительно замедлилось, до такой степени, что Хань Ли мог видеть каждое мельчайшее мерцание пламени. Затем он начал измельчать духовные растения, прежде чем добавить их в котел для изготовления. Под воздействием священной оси мантры весь процесс замедлился до менее чем трети своей нормальной скорости. В то же время изменения, происходящие в духовных растениях внутри котла, также замедлились до такой степени, что Хань Ли мог четко отслеживать все, что происходит внутри, с помощью своих глаз духовного прозрения, и некоторые детали, которые ранее ускользали от него, теперь вышли на первый план. После некоторого наблюдения за процессом изготовления пилюль Хань Ли убрал священную ось мантры. Хотя он ограничил зону действия оси, ее постоянное поддержание все еще было для него довольно утомительным. Он уже освоил большую часть процесса изготовления пилюль, поэтому ему требовались услуги священной оси мантры только в некоторые решающие моменты. Время медленно текло, и процесс изготовления, который изначально занимал всего сутки, растянулся почти вдвое. Однако за это одно изготовление пилюль Хань Ли смог получить больше знаний и понимания, чем за все предыдущие 9 попыток вместе взятые. В частности, ему стало гораздо проще контролировать температуру своего зарождающегося пламени в те моменты, когда пилюли вот-вот должны были принять форму. Когда пламя вокруг котла медленно угасло, Хань Ли снова убрал священную ось мантры в свое тело. Он сделал жест притяжения, чтобы подвинуть жаровню к себе, а затем взмахом руки снял крышку. Его глаза были полны беспокойства и предвкушения, когда он опрокинул котел, чтобы высыпать ее содержимое. Из отверстия котла высыпался черный порошок, и тут же раздался звук катящихся внутри пилюль. Хань Ли был в восторге от этого звука, он перевернул весь котел вверх дном, а затем протянул руку, чтобы поймать то, что было внутри. 7 или 8 золотых пилюль размером с лонган выкатились из котла, прежде чем упасть ему в руку. Согласно рецепту пилюль, успешная партия пилюль объединения истока должна была состоять из 15 пилюль, так что это все еще не был полный успех. Однако Хань Ли все равно был чрезвычайно доволен этим результатом. В конце концов, он изначально рассматривал эти 10 изготовлений пилюль как эксперимент, так что это уже был очень благоприятный исход. Кроме того, теперь, когда у него появилась идея использовать священную ось мантры, чтобы помочь себе в процессе изготовления пилюль, его процент успеха в будущем должен был значительно повыситься. Он снова и снова рассматривал пилюли в своей руке, а затем убрал их в маленький флакон, оставив только одну, которую он проглотил, прежде чем закрыть глаза и начать культивировать писание оси мантры. В конце концов, эти пилюли нужно было проверить, чтобы убедиться, что они действительно были правильно изготовлены. 2 месяца спустя Хань Ли появился в небе над пиком багрового рассвета, а затем спустился к духовным полям внизу. Пилюли, которые он изготовил ранее, действовали очень хорошо, и все это время он культивировал, употребляя пилюли в своей тайной комнате.
За это время скорость его совершенствования явно возросла, и он вышел из уединения только в этот день. Сунь Бучжен и остальные были заняты работой на духовных полях, и среди них был и Мэн Юнгуй, недавно вернувшийся. Большая часть духовных полей возле пика багрового рассвета уже была разделена на упорядоченные участки, представляя собой захватывающее зрелище. После отступления огненного миазма не только климат вернулся в норму, но и подземные жилы восстановились до своего нормального состояния, так что они больше не были ограничены посадкой только огненных духовных растений на полях. Увидев это, Хань Ли довольно кивнул. Эти духовные поля располагались довольно близко к главной духовной жиле пика багрового рассвета, поэтому любые духовные растения, посаженные на этих полях, должны были расти довольно быстро. Он спустился бесшумно, поэтому Мэн Юнгуй и остальные сначала не обнаружили его присутствие, но вскоре его все же заметили. Старейшина Ли, слуга поспешно отвесил почтительный поклон. Все остальные тут же обернулись и, увидев Хань Ли, парящего в воздухе, поспешно бросили свои дела, чтобы выразить свое почтение. С возвращением, старейшина Ли. Проведя с Хань Ли довольно много времени, Мэн Юнгуй и остальные приобрели некоторое представление о характере Хань Ли, поэтому они больше не разговаривали с ним в столь официальной и жесткой манере, как раньше. Я только что вернулся и решил спуститься сюда, чтобы осмотреться. Продолжайте делать то, что делали. Мэн Юнгуй, пойдем со мной, сказал Хань Ли, сделав пренебрежительный жест рукой, а затем полетел обратно к горе, и Мэн Юнгуй последовал за ним. Немного погодя, они вдвоем прибыли в пещерное жилище Хань Ли. Хань Ли не стал тратить время на пустую болтовню и сразу перешел к делу. «Я поручил тебе довольно трудную задачу, заставив тебя так много путешествовать в поисках семян духовных растений. Как все прошло? Пожалуйста, не говорите так, старейшина Ли. Для меня большая честь служить вам, и я вовсе не счёл эту задачу изнурительной или трудной. Это семена, которые я собрал за эти годы, пожалуйста, взгляните», поспешно ответил Мэн Юнгуй, доставая сокровище для хранения, которое он с уважением предложил Хань Ли. Хань Ли принял сокровище для хранения, а затем влил в него свое духовное чувство. Через несколько мгновений на его лице появилось удивленное выражение, и он кивнул, похвалив: «Ты неплохо справился». Он послал Мэн Юнгуя на поиски семян духовных растений спонтанно и на самом деле не питал к нему больших надежд. В конце концов, с ограниченной базой совершенствования Мэн Юнгуя нельзя было ожидать от него слишком многого. Однако награда, которую получил Мэн Юнгуй, превзошла все ожидания Хань Ли. Все найденные им семена были довольно замечательными, и многие из них были семенами дополнительных духовных растений, необходимых для изготовления пилюль объединения истока. Если бы он посадил все эти семена, то смог бы сэкономить огромную сумму духовных камней при дальнейшем изготовлении пилюль объединения истока. Кроме того, он также обнаружил несколько незнакомых семян, которые напоминали камни с гранитными узорами на поверхности, но внутри них можно было обнаружить четкие следы жизни. «Вы слишком добры, старейшина Ли». «Мне просто очень повезло», — скромно сказал Мэн Юнгуй, но было ясно, что он в восторге от такой похвалы Хань Ли. После краткого раздумья Хань Ли отдал Мэн Юнгуй несколько семян, некоторые из которых были собраны самим Мэн Юнгуем, а другие — из собственной коллекции Хань Ли. «Пойди и посади эти семена на духовных полях у подножия горы и позаботься о них как следует», — поручил он. «Да, старейшина Ли», — ответил Мэн Юнгуй, принимая семена. «Кроме того, продолжай поиски семян. Ты можешь оставить это сокровище для своей защиты», — сказал Хань Ли, протягивая Мэн Юнгую еще один мешочек для хранения. «Спасибо, старейшина Ли. Я обязательно сделаю все возможное». Тут же ответил Мэн Юнгуй, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Хань Ли на мгновение остался стоять на месте, а затем направился в лечебный сад в своем пещерном жилище. Там он достал несколько семян, одно из которых имело форму червя, другое было прозрачным, как нефрит, а третье напоминало комочек земли размером с горошину с бугристой поверхностью. Все эти семена принадлежали дополнительным ингредиентам для изготовления пилюль объединения истока и пилюль весеннего дождя. Хань Ли аккуратно посадил семена, а затем полил их духовной жидкостью, и только почти через полдня он, наконец, завершил эту процедуру. На его лице появилась слабая улыбка, когда он посмотрел на свой постепенно расширяющийся лечебный сад. После этого он вызвал марионетку гигантской обезьяны, а затем поручил ей присматривать за этими недавно посаженными духовными семенами, прежде чем покинуть лечебный сад. Глава 238. Ограниченный бюджет. Вернувшись в свое пещерное жилище, Хань Ли сел, скрестив ноги, и начал размышлять о том, что делать дальше. Половина партии пилюль объединения истока, которую он изготовил, сработала довольно хорошо, позволив ему продвинуться в совершенствовании почти на 10 лет всего за 2 месяца, но поддержание таких темпов требовало больших затрат.
учитывая, что он мог использовать свою священную ось мантры, чтобы значительно повысить свой процент успеха в изготовлении пилюль, он, естественно, не собирался покупать готовые пилюли, используя очки заслуг, поскольку они были очень полезной валютой в других областях. Таким образом, первоочередной задачей для него сейчас было обеспечить себя ингредиентами для изготовления пилюль. Помимо проявления кристаллов, чтобы помочь аватару земного божества с тяжелой водой, одно только выращивание травы пылающего клубня уже было близко к пределам возможностей флакона, контролирующего небеса, так что он не смог бы выращивать много других дополнительных ингредиентов вдобавок к этому. Следовательно, ему придется покупать большую часть этих ингредиентов, но проблема заключалась в том, что у него осталось не так много духовных камней. Он мог бы продать часть трофеев, собранных им у поверженных врагов, за духовные камни, но это было лишь временным решением, которое не сработало бы в долгосрочной перспективе. После краткого раздумья Хань Ли перевернул руку и достал свою маску гильдии странников. Существовало много способов заработать духовные камни, но, учитывая его нынешнее положение, выполнение заданий гильдии странников было самым быстрым и надежным способом. В секте было много заданий, за которые в качестве награды предлагались духовные камни, но выполнение слишком большого количества таких заданий привлекло бы к нему слишком много внимания, что потенциально могло привести к неприятностям. Кроме того, задания гильдии странников в целом предлагали более высокие награды. Подумав об этом, он надел маску, и быстро сформировалась проекция лазурного массива. Он перешел к разделу заданий и быстро нашел несколько заданий, которые можно было выполнить недалеко от пылающего дракона. Таких заданий было довольно много, и они были весьма разнообразными, включая задания по сбору определенных духовных материалов, пилюль или сокровищ, а также задания по охоте на определенных демонических зверей или людей. Все эти задания были довольно обычными, и некоторые из более специальных заданий также привлекли внимание Хань Ли. Например, кто-то собирал нескольких мастеров земных пилюль, чтобы изготовить определенный вид пилюль. Было также задание, которое призывало истинного бессмертного, владеющего искусством ограничений и формаций, снять ограничения с определенного набора руин, и даже было задание, которое собирало большое количество истинных бессмертных, чтобы напасть на определенного таинственного культиватора. Внезапно взгляд Хань Ли упал на определенное задание, и на его лице появилось странное выражение. Задание заключалось в том, чтобы найти культиватора меча номер 1 Небесного Юга, и предлагаемая награда была довольно высокой. Даже те, кто просто предоставит определенную информацию, смогут получить приличное вознаграждение. Глаза Хань Ли слегка сузились, и на его лице появилась слабая улыбка. После того испытания в тот день все довольно быстро разошлись, так что не должно было быть никого, кто обнаружил бы послание, которое он выгравировал на дне 4-го каменного меча, противостоящее истоку. Следовательно, кто-то из пика Небесного меча должен был обнаружить послание позже. В таком случае человек, который выпустил задание, скорее всего, был кем-то из пика Небесного меча, и, учитывая барьер для вступления в гильдию странников, этим человеком, скорее всего, был сам Сюн Шань. Обнаружив послание, он, скорее всего, сделал вывод, что есть очень большая вероятность того, что этот культиватор меча номер 1 Небесного Юга был тем, кто сорвал его планы, и, как оказалось, он был прав. Однако Хань Ли никогда никому не рассказывал о том, что он прибыл из региона Небесного Юга Царства Смертных, поэтому, естественно, не было причин для беспокойства. Тем не менее, это задание указывало на то, что Сюн Шань, скорее всего, также был членом гильдии странников, и, учитывая его базу совершенствования, он, скорее всего, обладал довольно высоким статусом в гильдии странников. Вскоре после этого Хань Ли также заметил задание по поиску местонахождения Бай Фэньи, и при виде этого задания ему на ум пришла мысль о Бай Суюань. Однако затем он быстро покачал головой, чтобы избавиться от этих посторонних мыслей, и начал сосредотачивать свое внимание на поиске заданий, которые подходили бы ему самому. Несколько мгновений спустя его взгляд упал на задание по охоте — отправиться к небесному ледниковому пруду и убить ледяную рыбу фугу стадии истинного бессмертного, обязательно забрав ее тушу. Награда — 4000 первоклассных духовных камней. Хань Ли читал в одной книге «Вда пылающего дракона», что небесный ледниковый пруд расположен в самом северном регионе горного хребта Колокольного звона, даже севернее, чем горный хребет Ледяной бездны. Это было печально известное опасное место на континенте Древнего Облака, и говорили, что в прошлом там погибло много истинных бессмертных. Хань Ли принял это задание, а затем поднялся на ноги. Несколько месяцев спустя. В самом северном регионе континента Древнего Облака беспрестанно дули леденящие душу ветры, а все небо было скрыто за кружащимся вихрем снега. На ландшафте возвышалось несколько заснеженных гор, молча переносящих удары безжалостного ветра. Лазурная полоса света вырвалась из далекого неба, а затем опустилась на вершину одной из гор, обнаружив мужчину средних лет с желтой кожей. Это был никто иной, как Хань Ли, который замаскировался с помощью маски гильдии странников. Бросив взгляд вперед с вершины горы, он увидел огромное озеро, которое простиралось, насколько хватало глаз. Вода в озере была чрезвычайно темной, напоминая черные чернила.
Особенно странным было то, что, несмотря на невероятно низкие температуры, озеро совсем не замерзло, и над его поверхностью плыли клубы черного тумана. Леденящий холод, исходящий от этого черного тумана, был гораздо сильнее, чем даже морозный ветер, дующий в окрестностях. Это был небесный ледниковый пруд. Хань Ли на мгновение задержался на вершине горы, а затем лазурной полосой света полетел к небесному ледниковому пруду. Это место казалось совершенно лишённым жизни, но на самом деле это было не так. В небесном ледниковом пруду было много природных сокровищ, включая некоторые особые и ценные материалы, которые встречались исключительно в пруду. В противном случае он не привлек бы столько людей, отважившихся отправиться в его глубины. Под поверхностью обитало множество могущественных демонических зверей, устойчивых к холодному климату, и те, кто приходил сюда в поисках сокровищ, могли легко стать добычей этих демонических зверей, если не будут осторожны. Хань Ли летел на небольшой высоте над поверхностью воды, сосредоточенно глядя на озеро внизу, словно что-то выискивая. Внезапно поверхность воды в 300 метрах впереди взорвалась, и вылетело демоническое животное длиной 15 метров, которое тут же набросилось на Хань Ли. Демоническое животное напоминало крокодила, все его тело было покрыто черной чешуей, и оно открыло свою огромную пасть, обнажив ряды острых белых клыков. На макушке у него была пара выпуклых желтых глаз, придававших ему свирепый вид, и оно пыталось одним злобным укусом разорвать тело Хань Ли пополам. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, он взмахнул рукавом, выпустив полосу лазурного света, и тело черного демонического зверя внезапно застыло в воздухе. Хань Ли продолжил путь, не останавливаясь, пролетев прямо между двумя рядами острых клыков демонического зверя. На всем протяжении от головы демонического зверя до кончика его хвоста появилась красная линия, после чего его тело внезапно раскололось, и огромное количество крови, перемешанной с внутренними органами, хлынуло в озеро внизу. Хань Ли не обратил внимания на то, что происходило позади него, и продолжил свой путь, исчезнув вдали в мгновение яйка. Пролетев еще несколько часов, он уже достиг довольно большой глубины в небесном ледниковом пруду. Чем дальше он углублялся в пруд, тем сильнее падала температура воздуха, и тем могущественнее становились демонические звери, скрывающиеся в воде. В этот момент появлялись даже демонические звери, обладавшие силой стадии интеграции тела, которые время от времени нападали на Хань Ли. Однако, естественно, они не представляли для него никакой угрозы, и он с легкостью с ними справлялся. Внезапно его глаза загорелись, и он остановился. Его взгляд был пристально устремлен на поверхность озера под ним, и он взмахнул рукавом, отправив в воду поток лазурного света. Спустя несколько мгновений из озера вынырнул черный предмет, окутанный шаром лазурного света. Это был шар водорослей, испускавший слабый аромат. Этот вид водорослей был известен как черные звездные водоросли, и он был очень распространен на дне озера. Черные звездные водоросли были любимой пищей ледяных рыб фугу, и такая большая масса черных звездных водорослей непременно привлекала кормящихся ледяных рыб фугу. Хань Ли отбросил шар черных звездных водорослей, а затем перевернул руку, доставая синий предмет размером с жернов. Он, по-видимому, был внутренним органом какого-то демонического зверя и испускал сильный запах. Это был орган зверя со слоновьим хоботом, и он был очень притягателен для ледяных рыб фугу. Он приобрел этот орган у гильдии странников за некоторую сумму духовных камней перед тем, как отправиться в это путешествие. Затем он вызвал белый талисман в другой руке, и талисман по его воле влетел в синий орган шаром белого света, исчезнув без следа. После этого Хань Ли бросил орган в воду внизу. Орган мгновенно окутала леденящая душу ледниковая ци, и он в мгновение ока превратился в кусок черного льда, прежде чем погрузиться в озеро. Хотя он и замерз, его запах нисколько не ослабел. Этот белый талисман был сенсорным талисманом, и он немедленно оповестил бы его, если бы демоническое животное проглотило орган. Вместо того, чтобы оставаться на месте и ждать, Хань Ли продолжил свой полет. Небесный ледниковый пруд был огромен, поэтому он, естественно, не мог возлагать все свои надежды только на один участок черных звездных водорослей. Почти сутки спустя Хань Ли нашел еще одну массу черных звездных водорослей, где он оставил еще один орган зверя со слоновьим хоботом с сенсорным талисманом внутри, прежде чем снова отправиться дальше. Прошло полмесяца. За это время Хань Ли обнаружил несколько десятков скоплений черных звездных водорослей, оставив на каждом из них по органу зверя со слоновьим хоботом. После этого Хань Ли прекратил поиски скоплений черных звездных водорослей и спрятался в центре десятков скоплений черных звездных водорослей, которые он обнаружил. Это было связано не с тем, что он не хотел находить другие, он просто исчерпал запас органов зверя со слоновьим хоботом. Кроме того, он уже разложил достаточное количество приманок, и все, что оставалось делать, это ждать. Однажды, 2 месяца спустя, в небесном ледниковом пруду раздался оглушительный грохот, который был слышен даже за несколько тысяч километров. Поверхность воды бурлила, огромные волны высотой в несколько сотен метров разметались во все стороны, и даже облака на небе пришли в неистовство.
В центре гигантских волн находились Хань Ли и синевато-черное демоническое животное, похожее на рыбу-фугу. Демоническое животное было длиной всего около 60 метров, и его выпуклое тело было усеяно синевато-черными костяными шипами. Кроме того, его хвост напоминал жало скорпиона, и он быстро размахивал им, словно молния. Вокруг него клубилась густая черная ци, внутри которой время от времени появлялись проекции разных человеческих и звериных лиц, все они были чрезвычайно искаженными и измученными, представляя собой жуткое зрелище. Это демоническое животное было ничем иным, как ледяной рыбой фугу, и ее огромная аура указывала на то, что она уже достигла стадии истинного бессмертного. Ледяная рыба фугу постоянно издавала странный звук, напоминавший плач маленького ребенка, а из ее размахивающего хвоста вырывались толстые столбы синего света, которые устремлялись прямо к Хань Ли. Каждый столб синего света был окрашен оттенками силы законов, а ледяная аура распространилась по всей окружающей местности в радиусе нескольких тысяч километров. В воздухе появились бесчисленные копья из сосулек, и казалось, что само пространство замерзло. Хань Ли не обращал внимания на ледяную ци вокруг него, поскольку две толстые лазурные проекции меча танцевали вокруг него, словно пара стражей драконов, образуя сеть из мечей, которая удерживала все наступающие столбы синего света. Глава 239. Безумец в глазах ледяной рыбы фугу появилось встревоженное выражение, и ее рычание стало еще более неистовым. Ее концентрированная ледяная ци была чрезвычайно грозной, способной проникать в тело ее врагов незаметно для них, и благодаря этому она никогда не проигрывала в битве, но этот культиватор каким-то образом был совершенно невосприимчив к ней. В этот момент истинная ось тяжелой воды в теле Хань Ли медленно вращалась, поглощая всю ледяную ци, которая вливалась в его тело. Он сделал хватательное движение, и мгновенно появились 4 полосы лазурного света меча, которые раздулись до почти 300 метров в длину каждая, переплетаясь друг с другом, когда они летели по воздуху. Были вызваны бесчисленные лазурные проекции меча, уничтожая весь встречный синий свет. Сразу же после этого Хань Ли сложил печать рукой, и 4 огромные полосы света меча в мгновение ока слились в один огромный меч длиной более 3 километров, и на его поверхности появились толстые дуги золотой молнии, когда он яростно устремился к ледяной рыбе фугу. Ледяная рыба фугу вздрогнула, увидев это, казалось, чрезвычайно боясь золотой молнии, и она широко открыла пасть, прежде чем издать пронзительный визг. В окружающем пространстве появились рябь, видимая даже невооруженным глазом, и все, охваченное этой рябью, внезапно окаменело, как будто на них было наложено какое-то ограничение. Хань Ли почувствовал, как все его тело напряглось, и он совершенно не мог двигаться, а его меч с золотой молнией также застыл в воздухе. Ледяная рыба фугу издала низкий рев, и костяные шипы на ее теле внезапно загорелись, а черный туман вокруг нее пронесся по воздуху, превратившись в огромного черного питона, который бросился прямо на Хань Ли. На лице Хань Ли сначала появилось удивление, но затем он холодно фыркнул, и вокруг него внезапно появилась массивная проекция оси, которая начала вращаться на месте, высвобождая всплеск ужасающей силы, которая с легкостью разрушила ограничивающую силу в окружающем пространстве. В результате меч с золотой молнией мгновенно освободился и обрушился вниз, столкнувшись с гигантским черным питоном. Дуги золотой молнии обвились вокруг массивного черного питона, и раздалась серия оглушительных взрывов. Огромный питон издал мучительный вопль, и его огромное тело взорвалось бесчисленными клубами черного дыма, которые разлетелись по воздуху во всех направлениях. Увидев это, в глазах ледяной рыбы фугу появился испуганный взгляд, и из ее тела вырвался яркий синевато-черный свет, когда она повернулась, чтобы бежать. Именно в этот момент в ушах ледяной рыбы фугу раздался холодный фырк, сразу же после чего ее поразил всплеск мучительной боли прямо в разуме, как будто в ее душу вонзили раскаленную кочергу. В результате она невольно вскрикнула от боли, и боль была настолько сильной, что она мгновенно остановилась на месте. В следующее мгновение промелькнула золотая проекция меча, войдя через ее рот и выйдя из заднего прохода. Огромное количество синей крови мгновенно хлынуло из 2 огромных отверстий, образуя пару фонтанов синей крови. Свет в глазах ледяной рыбы фугу быстро угас, и зарождающаяся душа в ее теле даже не успела попытаться сбежать, прежде чем была уничтожена золотой проекцией меча. Хань Ли сделал призывный жест рукой, и меч с золотой молнией сделал круг, прежде чем вернуться обратно, а затем в мгновение ока превратился обратно в 4 летающих меча, прежде чем исчезнуть в его теле. Сразу же после этого он взмахнул другой рукой, выпуская всплеск синего света, чтобы окутать тушу ледяной рыбы фугу. На поверхности гигантской туши мгновенно появился слой синего льда, который тут же остановил кровотечение. Его заданием было забрать эту тушу, поэтому он не мог позволить себе потерять слишком много крови. Взмахом руки Хань Ли убрал тушу ледяной рыбы фугу, а затем, не останавливаясь, лазурной полосой света улетел вдаль. В тайной комнате уединенного жилища в одном из городов на континенте Древнего Облака. Мужчина средних лет в ученой мантии с внешностью школьного учителя сидел, скрестив ноги, перед багровой пилюльной печью, складывая печать рукой с сосредоточенным выражением лица.
Он контролировал пламя под печью, казалось, в процессе изготовления партии пилюль. Внезапно пилюльная печь вздрогнула, и раздалась серия глухих взрывов, после чего изнутри повалил запах гари. На лице мужчины появилось мрачное выражение, и он тяжело вздохнул. Неужели опять неудача? Именно в этот момент на его теле внезапно загорелся всплеск лазурного света. Увидев это, он тут же достал лазурную лисью маску, а затем надел ее на свое лицо. Маска выпустила всплеск лазурного света, который сформировал перед ним огромный световой экран. Сразу же после этого в центре экрана вспыхнул свет, и появился мешок для хранения. Я не думал, что это задание будет выполнено так быстро. Пробормотал мужчина себе под нос с удивленным выражением лица, а затем сделал хватательное движение, чтобы притянуть мешок для хранения к себе, одновременно взмахнув другим рукавом, и перед ним мгновенно появилась огромная туша ледяной рыбы фугу. Какой чистый удар! Не думаю, что даже я смог бы сохранить такую целую тушу, если бы сам охотился на этого зверя. Змей-15, да? Я никогда раньше не слышал об этом человеке, но, похоже, он довольно грозная фигура, размышлял мужчина про себя. В то же время. Внутри пещерного жилища на пике багрового рассвета Хань Ли также был в маске гильдии странников, и перед ним после вспышки света на световом экране появился мешок для хранения. Он притянул мешок для хранения к себе, а затем высыпал его содержимое, и на пол мгновенно высыпалась куча первоклассных духовных камней. Пересчитав духовные камни, на его лице появилось довольное выражение, и он взмахом рукава снова убрал духовные камни, прежде чем начать поиск следующего задания. Где-то над морем гроз. Толстые молнии беспрестанно сверкали сквозь густые, темные облака над головой, и время от времени молнии обрушивались на море внизу. Рядом с Черным островом, расположенным где-то в море гроз, находилось несколько огромных шаров света, и они производили такой огромный шум, что даже звук раскатов грома в этой местности был заглушен. Время от времени можно было видеть, как разные атаки проносятся по воздуху, взбивая небо и море внизу. Среди двух сторон, сражающихся друг с другом, одна была группой из 5 культиваторов истинного бессмертного. Все они были в масках гильдии странников, 2 из которых были лазурными, а остальные 3 — синими. Они сражались с колонией из почти 100 грозовых летучих мышей, каждая из которых была несколько сотен метров в длину, с фиолетовой молнией, вращающейся вокруг их тел, и каждая из них испускала ауру стадии Великого Вознесения, выпуская в ответ толстые столбы молнии из пасти. Несмотря на то, что 5 культиваторов гильдии странников значительно уступали в числе, их превосходное качество с лихвой компенсировало нехватку количества, и они имели явное преимущество над грозовыми летучими мышами, быстро поражая одну летучую мышь за другой. Черное копье вонзилось в тело грозовой летучей мыши среди вспышки черного света, и дуги серебряной молнии пронеслись по всей длине копья, вливаясь в тело грозовой летучей мыши через рану, которую оно нанесло. Грозовая летучая мышь мгновенно взорвалась, и появилась блестящая и полупрозрачная фиолетовая бусина. Затем мужчина в лазурной мантии выстрелил, словно молния, прежде чем поймать фиолетовую бусину в руку. Мужчина был в лазурной маске быка с выгравированными на ней иероглифами «Змей-15», и, схватив фиолетовую бусину, он даже на мгновение не остановился, прежде чем снова броситься в бой. Молния продолжала сверкать по всей длине черного копья в его руке, когда он пронзал им тело еще одной грозовой летучей мыши. Все ближайшие грозовые летучие мыши начали визжать от ярости, увидев это. Толстые столбы фиолетовой молнии устремились к мужчине в лазурной мантии со всех сторон, лишая его возможности уклониться. Выражение лица мужчины оставалось совершенно неизменным, когда он убрал кристалл молнии, который он вырвал из тела грозовой летучей мыши, и вокруг него появился защитный слой серебряной молнии, чтобы удержать все наступающие атаки. Серебряный барьер беспрестанно дрожал под натиском наступающих атак, но не проявлял никаких признаков разрушения. Внезапно мужчина в лазурной мантии набросился на еще одну грозовую летучую мышь, а черное копье в его руке выпустило серию проекций копья. Он был подобен тигру, ворвавшемуся в овечий загон, убив еще 4 или 5 грозовых летучих мышей всего за несколько мгновений. Остальные 4 культиватора были поражены его демонстрацией силы. Индивидуальные атаки этих грозовых летучих мышей были не так уж и грозны, и им не составляло труда выдержать даже 4 или 5 атак одновременно, но все, что превышало это, начинало представлять для них угрозу. В конце концов, молния в любом значительном количестве была не той силой, которую следует недооценивать. Однако мужчина в лазурной мантии совершенно не беспокоился о собственной безопасности, с легкостью проходя сквозь ряды грозовых летучих мышей. Этот парень. Он что, не боится смерти? Воскликнул один из культиваторов, не в силах сдержать своего шока. Он просто безумец. Пробормотал другой культиватор, наблюдая, как мужчина в лазурной мантии продолжает свою безжалостную резню. Остальные 4 культиватора также поспешно принялись за дело, выслеживая некоторых отставших грозовых летучих мышей. Почти час спустя последняя грозовая летучая мышь была убита проекцией черного копья.
Ее тело взорвалось, обнажив фиолетовую бусину, которую забрал мужчина в лазурной мантии. Таким образом, вся стая грозовых летучих мышей была уничтожена, и почти половина из них была убита мужчиной в лазурной мантии. Мужчина в лазурной мантии мягко выдохнул, а затем лазурной полосой света улетел вдаль, даже не взглянув на своих спутников. Остальные 4 культиватора обменялись несколькими взглядами, а затем также молча разошлись в разные стороны. Тем временем мужчина в лазурной мантии появился где-то над морем гроз среди вспышки серебряной молнии, и маска на его лице спроецировала лазурный световой экран. После наложения заклинания печати на световой экран появилась проекция размытой фигуры. «Вот 47 кристаллов грозовых летучих мышей», — сказал Ханли, взмахнув рукой и выпустив небольшую кучку фиолетовых бусин молнии. Размытая фигура кивнула в ответ. «Согласно условиям задания, вашей наградой будут 47 камней бессмертного происхождения». На лице Ханли появился оттенок ликования, он взмахнул рукой, и небольшая кучка кристаллов грозовых летучих мышей в мгновение ока исчезла формацией в центре светового экрана. Вскоре после этого в формации среди вспышки света появилась небольшая кучка камней бессмертного происхождения. Ханли быстро убрал камни бессмертного происхождения, а затем повернулся, чтобы начать поиск следующего задания. Однажды, 3 года спустя, на пике багрового рассвета. Лазурная полоса света вырвалась издалека, незаметно приземлившись на вершину горы. Лазурный свет исчез, обнаружив никого иного, как Ханли, и его лицо было слегка бледным. Он вошел в свое пещерное жилище, не оповещая никого из своих слуг, а затем сел, скрестив ноги, в своей тайной комнате и достал маску гильдии странников, чтобы вызвать лазурный световой экран. После этого он достал 3 черных значка, на каждом из которых было выгравировано изображение угрожающего черного призрака. Он наложил заклинание печати, чтобы телепортировать 3 значка с помощью формации, и несколько мгновений спустя ему было передано около 3 десятков камней бессмертного происхождения. Он кратко осмотрел камни бессмертного происхождения своим духовным чувством, прежде чем убрать их, но в его глазах было странное выражение. Его задание на этот раз заключалось в том, чтобы убить группу злых культиваторов, проживающих на границе континента Древнего Облака. Они владели различными видами формаций и секретных техник, что делало их довольно трудными противниками, поэтому за ними было послано 6 членов гильдии странников, и почти все они были высокоуровневыми членами с лазурными масками. В ходе выполнения задания Ханли случайно сделал одно наблюдение. Среди членов гильдии странников, которые выполнили задание, большинство были культиваторами из Даа Пылающего Дракона. В частности, лидер выпустил набор чрезвычайно грозных летающих мечей, чтобы с легкостью убить лидера злых культиваторов средней стадии истинного бессмертного. Увидев это, Ханли испытал знакомое чувство. В частности, техники управления летающим мечом этого члена гильдии странников сильно напоминали ему заместителя главы Даа Сюншаня. Хотя аура мужчины была скрыта его маской гильдии странников, Ханли был почти уверен, что это Сюншань. Однако он всего лишь мгновение размышлял над этим вопросом, прежде чем избавиться от этой мысли. Ему было совершенно безразлично, был ли этот человек Сюншанем или нет. Глава 240. Обсуждение среди золотых бессмертных. Однажды, несколько лет спустя, в величественном дворце где-то в Даа Пылающего Дракона. Потолок дворца был чрезвычайно высоким, а внутреннее убранство обширным и просторным. Потолок поддерживали 8 толстых колонн, и на каждой колонне был выгравирован гигантский дракон, занятый различными делами. Некоторые рычали в небеса, некоторые парили в небе, а некоторые были заперты в ожесточенной битве. Каждый из этих драконов был чрезвычайно реалистичен, как будто они могли в любой момент ожить и вылететь из колонн. В зале висела гигантская табличка с надписью «Дворец бога драконов», а под табличкой стояла массивная статуя, изображающая еще одного дракона, рычащего в небеса. В отличие от чрезвычайно сложного мастерства драконов, выгравированных на 8 колоннах, эта статуя дракона была вырезана гораздо менее искусно. На самом деле, многие чешуйки на его теле даже не были вырезаны, и она напоминала творение полного дилетанта. Несмотря на то, что статуя была немного грубовата, в ней присутствовало неописуемое ощущение таинственности. Как будто в грубо вырезанных глазах статуи была еще одна пара глаз, смотрящих сверху вниз на всех незначительных муравьев мира, как всемогущий бог-дракон. Гигантская статуя отбрасывала огромную тень в зале, вселяя в зрителя чувство благоговения и почтения. Кроме того, перед статуей находился огромный алтарь, уставленный благовониями и подношениями. В этот момент в зале стояли 3 человека, в центре которых находился мужчина средних лет в пурпурной мантии с властным выражением лица. Это был никто иной, как Аоян Куйшань. Вторым человеком была соблазнительная и потрясающе красивая госпожа Бай Суюань, лорд Да Юнь, а третьим — заместитель лорд Да Сюн в золотой мантии, который почтительно стоял в 3 метрах от них. Все 3 молчали и, казалось, чего-то ждали. Спустя несколько мгновений раздались шаги, и в зал вошли еще 3 фигуры.
Их возглавлял старик в серой мантии с красным носом, и если бы Хань Ли был здесь, он с удивлением обнаружил бы, что это никто иной, как старейшина Хуянь. Рядом с ним была женщина в черном платье с черной вуалью на лице, скрывающей все ее черты, за исключением пары холодных глаз. Однако, казалось, она была довольно молода, а ее ногти были своеобразного темно-фиолетового цвета, при этом слегка поблескивая. Последней фигурой в этой троице был молодой человек в черной мантии, которому, казалось, было всего лет 20. Он был довольно красив, с длинными золотыми волосами, и его лицо также было слегка золотистого цвета, а на спине у него находилось золотое колесо. «Вы наконец-то здесь, собратья даосы». «Мы 5 наконец-то собрались вместе», — сказал Аоян Куйшань, подходя к 3 фигурам с улыбкой на лице. На лице лорда Да Юнь тоже появилась слабая улыбка, и хотя в зал вошли 3 человека, ее взгляд был прикован исключительно к старейшине Хуяню с едва уловимым оттенком недовольства в глазах. Почтительное выражение лица Сюншаня стало еще более праздным, когда он поприветствовал 3 вновь прибывших. Троица не обратила внимания на Сюншаня, вместо этого поприветствовав гигантскую статую дракона, прежде чем повернуться к Аоян Куйшаню и остальным. Под пристальным взглядом лорда Да Юнь старейшина Хуянь явно чувствовал себя немного неловко, и он посмотрел прямо на Аоян Куйшаня, сказав: «Собрат Даос Аоян, поскольку в настоящее время ты руководишь сектой, ты можешь заниматься внутренними делами секты по своему усмотрению. По какой причине ты решил созвать это собрание?» Женщина в черном платье и златовласый юноша тоже повернулись к Аоян Куйшаню, ожидая ответа. «Поверьте, я бы не стал прерывать ваше совершенствование, если бы была альтернатива». Некоторое время назад в горном хребте ледяной бездны произошел инцидент, когда основные ученики проходили испытания. «Это дело может иметь довольно серьезные последствия, и поэтому я должен обсудить его с вами всеми», сказал Аоян Куйшань с серьезным выражением лица. Старейшина Хуянь уже знал об этом инциденте, поэтому не удивился, услышав это. Что касается 2 человек позади него, то златовласый юноша, похоже, тоже уже слышал об этом, а женщина в черном платье казалась слегка озадаченной, словно только что узнала об этом инциденте. После небольшой паузы Аоян Куйшань подробно рассказал всем о происшествии, которое случилось в горном хребте ледяной бездны. К счастью, 2 старейшины, наблюдавшие за испытанием, смогли вмешаться вовремя, чтобы уничтожить физическое тело нарушителя, и только его зарождающейся душе удалось сбежать. Что касается учеников, проходивших испытания, то все они также выжили, поэтому в целом серьезных последствий не было, заключил Аоян Куйшань. Никаких серьезных последствий. Перед тем, как прийти сюда, я слышал, что 4 учеников лишились физических тел. Эти 4 были яркими талантами внутренней секты с исключительными способностями. Теперь, когда их физические тела уничтожены, даже если они смогут найти новые тела, чтобы овладеть ими, их способности будут значительно ухудшены. Этих 2 старейшин необходимо строго наказать за то, что они не смогли защитить учеников. Холодно сказал златовласый юноша. 13 лордов Да Пылающего Дракона также были разделены на местную и странствующую фракции. Златовласый юноша был местным лордом Да, и 4 учеников внутренней секты, которые потеряли свои физические тела во время испытания, были все местными учениками, в то время как все странствующие культиваторы остались совершенно невредимыми. Старшие 4 учеников были в ярости, услышав это, и все они были того мнения, что 2 старейшины отдавали предпочтение странствующим культиваторам, а не местным. Даже если бы Аоян Куйшань не созвал это собрание, златовласый юноша планировал все равно заняться этим делом. «Я должна не согласиться, собрат Даос Юань. Мы уже ознакомились с последовательностью событий, и 2 старейшины не виноваты. Этот нарушитель стадии истинного бессмертного был чрезвычайно хитер и довольно силен. Кроме того, он заранее установил несколько формаций, и уже довольно похвально, что 2 старейшины смогли уничтожить его физическое тело, сохранив при этом учеников, поэтому я думаю, что мы должны вместо этого наградить их», возразила лорд Да Юнь, повернувшись, чтобы взглянуть на златовласого юношу. Лорд Да Юнь была странствующим культиватором до того, как присоединилась к секте, и то же самое касалось и Аоян Куйшаня. «Как ты можешь так говорить, товарищ Даос Юнь?» Они взяли на себя миссию по защите учеников, и это сделало их ответственными за все непредвиденные происшествия. Как ты можешь говорить, что они не виноваты, когда физические тела этих 4 учеников были уничтожены? Справедливо возразил златовласый юноша. Я думаю, мы все знаем, действительно ли ты обсуждаешь этот вопрос объективно или пытаешься воспользоваться этой возможностью, чтобы продвинуть свои собственные цели, сказала лорд Да Юнь с холодной улыбкой. Что ты сказала? На лице златовласого юноши появилось разъяренное выражение, но прежде, чем он успел что-либо сказать, старейшина Хуянь строго посмотрел на него, вмешавшись: «Довольно, Юань Буша. Собрат Даос Аоян сейчас руководит сектой, поэтому именно он принимает решение по этому вопросу. Я уверен, что он примет решение, которое удовлетворит нас всех». «Конечно. Можете быть уверены в этом, собрат Даос Хуянь», заверил Аоян Куйшань с улыбкой.
Юань Буша явно хотел поспорить дальше, но в конце концов воздержался от слов. На лице лорда Да Юнь появилась холодная улыбка, и она также промолчала. После испытания я подробно побеседовал как со старейшинами, так и с учениками, которые проходили испытания, и эта информация, которую мне удалось собрать об этом нарушителе стадии истинного бессмертного. Вы трое более знающие и опытные, чем я, поэтому я пригласил вас сюда, чтобы узнать, сможете ли вы опознать его, сказал Аоян Куйшань, доставая 3 нефритовые таблички и раздавая их. Троица приняла нефритовые таблички, а затем ввела в них свое духовное чувство. Заместитель лорда Да Сюн, ваше мнение также довольно ценно, поэтому вам тоже следует взглянуть, сказал Аоян Куйшань, предлагая нефритовую табличку также Сюн Шаню. Сюн Шань почтительно поклонился, принимая нефритовую табличку, а затем также ввел в нее свое духовное чувство. Первая часть содержимого нефритовой таблички была видеозаписью, и она записывала весь процесс с того момента, как пожилой мужчина начал разговаривать с Бай Суюань и другими учениками, вплоть до того момента, когда он был побежден Хань Ли и бежал с места происшествия. Выражение лица Сюн Шаня слегка изменилось, когда он услышал, как пожилой мужчина упомянул Бай Фэн Yi. Затем шли некоторые тексты и изображения, обозначающие предметы, которые были у пожилого мужчины. Кто сделал запись? Она очень подробная, и очень примечательно, что один из учеников смог сохранить присутствие духа, чтобы сделать эту запись в разгар битвы, спросил старейшина Хуянь. Это была ученица лорда Да Юнь, Бай Суюань, ответил Аоян Куйшань. Старейшина Хуянь взглянул на лорда Да Юнь, а затем тут же отвел взгляд. Понятно. Она не только обладает исключительными способностями, но, кажется, ее умственные способности также на высоте. У меня глаз наметан, поэтому мои ученики, естественно, все выдающиеся. Я не слепая, как некоторые, фыркнула лорд Да Юнь со значительным выражением в глазах. Старейшина Хуянь застенчиво потер нос и ничего не ответил. Атмосфера внезапно стала немного неловкой, и Аоян Куйшань прочистил горло, спрашивая, у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, кто этот человек? Все предметы, которые были у него, довольно обычные, и нет ничего, что мы могли бы использовать, чтобы опознать его. Однако, судя по искусствам культивации, которые он использовал, похоже, что он может быть с континента Верхней АРР, заметила женщина в черном платье слегка хриплым голосом. Эта марионетка в золотых доспехах очень похожа на марионетки мудрого короля священной секты марионеток континента Адского Мороза, вставил Юань Буша. Это действительно похоже на марионетку мудрого короля. Однако марионетки мудрого короля священной секты марионеток действительно довольно ценны, но их все же можно купить за определенную цену, поэтому невозможно опознать его по марионетке, сказал старейшина Хуянь. Аоян Куйшань повернулся к Сюн Шаню и спросил, можете ли вы нас просветить, заместитель лорда Да Сюн? Я бы не осмелился сказать «просветить». Я гораздо менее знающий и опытный, чем вы все, но я заметил, что формация мечей, которую он выпустил, немного похожа на формацию Семи Смертей секты Безграничного Меча, скромно ответил Сюн Шань. Я слышал о формации Семи Смертей, это чрезвычайно известная формация мечей из секты Безграничного Меча, но почему он так жалок? Старейшина с фамилией Ли не только смог с легкостью уничтожить его, но ему даже удалось уничтожить эти 5 летающих мечей, фыркнул Юань Буша, явно неубежденный заявлением Сюн Шаня. Я и сам не уверен, мне просто кажется, что он немного похож, сказал Сюн Шань, опустив голову. Заместитель лорда Да Сюн очень хорошо разбирается в Да Меча, и я слышал, что он когда-то получил утерянное наследие секты Безграничного Меча, поэтому я уверен, что он здесь прав. Причина, по которой старейшине Ли удалось так легко уничтожить формацию мечей, заключается не в том, что формация слишком слаба. Напротив, это потому, что его атаки были достаточно мощными, чтобы сделать это. Похоже, что священная ось мантры, которую он усовершенствовал, содержит тяжелую воду, пропитанную силой законов воды, и это довольно уникальный путь, порождающий очень мощное сокровище. Если бы не он, я бы сказал, что дело бы не ограничилось тем, что 4 учеников лишились физических тел. Если вы спросите меня, вы должны щедро наградить его собрат Дао Саоян, сказал старейшина Хуянь. Все остальные были довольно поражены, услышав это. Было очень трудно четко оценить ситуацию по видеозаписи, поэтому они могли только строить догадки о том, что произошло во время битвы, но, казалось, старейшина Хуянь был очень уверен в своей оценке битвы, и никто не собирался опровергать его. Действительно, собрат Даос Хуянь. Я обязательно позабочусь об этом, но вернемся к теме нашего разговора. Похоже, что нарушителя будет не так-то просто опознать, размышлял Аоян Куйшань. Юань Буша хотел еще что-то сказать, но в конце концов придержал язык, взглянув на старейшину Хуяня. Лорд Да Юнь взглянула на всех остальных, и на ее лице появилось слегка обеспокоенное выражение. Этот человек пытался похитить Бай Суюань, поэтому в ее глазах было чрезвычайно важно, чтобы его нашли и разобрались с ним. После небольшого колебания Аоян Куйшань сказал, есть еще одна вещь, которую нужно отметить. Этот человек упомянул Бай Фэн Yi,
И, похоже, между ними есть какая-то связь. Услышав это, на лицах всех присутствующих появилось задумчивое выражение. Кстати, об Ай Фэньи очень жаль, что с ним случилось. Если бы не то, что произошло тогда, учитывая его способности, возможно, у нашего Дао Пылающего Дракона сейчас было бы 14 лордов Дао стадии Золотого Бессмертного, вздохнул старейшина Хуянь. Услышав это, в глазах лорда Дао Юнь появилось слегка удрученное выражение. «Боюсь, мы также не сможем опознать нарушителя, так что просто занимайтесь этим делом по своему усмотрению, собрат Дао Сауян», сказал старейшина Хуянь, а затем повернулся, чтобы уйти. «Почему ты так спешишь уйти, собрат Дао Хуянь?» В мгновение лорд Дао Юнь появилась перед старейшиной Хуянем, преграждая ему путь. «Разве ты не всегда был заядлым любителем вина? Некоторое время назад мне попалось несколько кувшинов прекрасного бессмертного вина. Не хочешь ли ты зайти и попробовать? У меня также есть вопросы о совершенствовании, которые я хотела бы тебе задать», с улыбкой сказала лорд Дао Юнь. Друзья, эти главы — мастер-класс по выживанию. Хань Ли нужны особые пилюли для роста, но нет ни редких ингредиентов, ни денег, ни выдающегося мастерства. Что делать? Он решает делать все сам. Находит рецепт пилюли объединения истока, у него даже есть главный ингредиент, но терпит неудачу 9 раз подряд. Проблема — контроль температуры в критический момент. И тут он применяет свою уникальную способность, священную ось мантры, замедляет время вокруг алхимического котла, получает больше времени на реакцию. Работает. Первая партия создана. Но теперь новая проблема — постоянное снабжение ингредиентами. Где взять деньги? Он надевает маску, вступает в гильдию странников и берется за самые рискованные задания. Охота на ледяную рыбу-фугу, бои с роями грозовых летучих мышей. За 3 года зарабатывает репутацию безумца, собирает разведданные, наблюдает за чужими техниками. Но вот поворот. Высшее руководство секты, Золотые Бессмертные, обсуждают его. Влиятельный старейшина Хуань замечает его уникальную силу времени и делает заявление. Хань Ли сыграл ключевую роль в спасении учеников, его нужно щедро наградить. Он думает, что он анонимный наемник, а наверху его уже видят как восходящую звезду. Вопрос: что будет, когда он поймет, что его тайные усилия замечены теми, от кого он пытался скрыть свою мощь? Пишите в комментариях. Готовлю следующие главы. Увидимся!